Наверняка многим знакома эта картина. Высадили крепкую, здоровую рассаду томатов, все сделали вроде бы по правилам, а она взяла и замерла. Проходит неделя, другая, а роста нет. В чем же дело? И главное, как помочь растению пережить этот, пожалуй, самый сложный период в его жизни. Давайте разбираться. Дело в том, что любая пересадка для томата — это огромный стресс. Но представьте, его выдернули из привычного уютного горшочка и поместили в совершенно новые условия. Новая почва, другая температура, да и корневая система еще совсем слабенькая. Листья могут побледнеть, стебель выглядит вялым. В общем, растения тратят все свои силы не на рост, а на то, чтобы просто выжить и адаптироваться. Это и называют шоком от пересадки. И вот тут возникает главный вопрос. Как его поддержать в этот критический момент? Конечно, магазины полны всякой химии, стимуляторов роста, но есть одно средство, которое опытные огородники используют уже десятилетиями. Простое, проверенное и, что немаловажно, абсолютно бесплатное. И секрет этот — самая обычная луковая шелуха. Да-да, именно то, что мы с вами каждый день безжалостно выбрасываем в мусорное ведро. Оказывается, это не просто отходы, а настоящий эликсир для томатов, который может дать им мощнейший старт, если знать, как его применять. Итак, почему же эта шелуха так хорошо работает? Что в ней такого особенного? Давайте копнем чуть глубже и посмотрим, какая, так сказать, наука скрывается в этих сухих золотистых чешуйках. Внутри этой, казалось бы, простой оболочки скрыт целый природный коктейль. Во-первых, это фитонциды, можно сказать, личная охрана растения. Во-вторых, куча полезных микроэлементов для питания. Затем идут мощные флавоноиды, кверцетин и рутин. Они работают как усилители иммунитета. Ну и, конечно, натуральные волокна, которые отлично улучшают саму почву. Остановимся на фитонцидах. Что это такое? По сути, это природные антибиотики. Попадая в землю, они создают вокруг молоденьких, уязвимых корней томата такую здоровую, безопасную среду. Они отпугивают вредные бактерии, грибки и даже таких неприятных почвенных жителей, как нематоды и проволочник. Но это еще не все. Сама по себе шелуха — это же органика. Постепенно разлагаясь в земле, она делает почву более рыхлой, воздушной, а для корней томата кислород — это жизнь. Чем легче им дышать, тем быстрее они развиваются. А вот такие вещества, как кверцетин, помогают укрепить уже собственную иммунную систему растения. В итоге томат становится таким, знаете, крепким бойцом, более устойчивым и к стрессу от пересадки, и к болезням, и к капризам погоды. Ну что ж, с теорией, думаю, все понятно. Переходим к практике. Самый популярный и, пожалуй, самый простой способ — это добавить шелуху прямо в лунку при посадке рассады. Тут очень важна последовательность, так что давайте прямо по шагам. Первое. Копаем лунку немного глубже, чем обычно. Второе. На самое дно бросаем одну хорошую горсть сухой шелухи. Третье. И вот это ключевой момент, запомните. Обязательно присыпаем шелуху слоем земли сантиметров 5. Корни саженца не должны касаться шелухи напрямую. И только потом, четвертое, ставим наш саженец. Ну а дальше все как обычно. Засыпаем, слегка уплотняем и хорошенько поливаем. Метод, казалось бы, элементарный, правда? Но есть несколько распространенных ошибок, которые могут не просто свести всю пользу на нет, но даже навредить. Давайте их разберем, чтобы на эти грабли не наступать. Итак, 3 главные ошибки. Первое. Использовать влажную, а то и, не дай бог, заплесневелую шелуху. Этим можно только занести в почву заразу. Берем только сухую и чистую. Ошибка вторая. Жадность. Не нужно сыпать пол-ведра в одну лунку. Лишняя шелуха будет просто гнить и мешать корням. Одной хорошей горсти более чем достаточно. И третья, самая главная ошибка, о которой я уже говорил — сажать корни прямо на шелуху. Нет, нет и нет. Всегда делаем между ними прослойку из земли. Но знаете что? Закладка шелухи в лунку — это лишь, так сказать, верхушка айсберга. Есть способ куда более мощный, который позволяет выжать из шелухи максимум пользы. И этот способ напрямую влияет не только на здоровье растения, но и на вкус будущих помидоров. Он помогает сделать их заметно слаще. Интересно? Итак, как же выжать из шелухи все самое ценное и заодно повысить сахаристость плодов? Ответ простой. Нужно приготовить из нее концентрированный спиртовой экстракт. Зачем так заморачиваться?
А вот зачем? Именно в виде экстракта мы можем извлечь те самые рутин и кверцетин в легкодоступной для растения форме, а именно они отвечают за накопление сахаров и витаминов в плодах. Плюс ко всему такой раствор– это отличное средство для опрыскивания от тлей и паутинного клеща. И вот вам важный нюанс от знающих людей. Не вся шелуха одинаково полезна. Максимальная концентрация всех этих ценных веществ содержится именно в шелухе обычного желтого репчатого лука. В красной их поменьше, а в белой практически нет. Так что собираем именно желтую. Рецепт, кстати, до смешного простой. Шаг первый. Берем обычную пол-литровую банку и очень плотно, прямо утрамбовывая, набиваем ее сухой желтой шелухой. Шаг второй. Заливаем до самого верха самой обычной водкой. Шаг третий. Плотно закрываем крышкой и ставим в темное место ровно на неделю. Все. Через неделю наш концентрат готов. Но вот тут, внимание, самый важный момент– это правильная дозировка. Это очень концентрированная штука, и переборщить с ней нельзя. Запомните эту пропорцию. На стандартное 10-литровое ведро воды нужно всего 50, максимум 60 мл экстракта. Если мерить ложками, это примерно 3-4 столовые ложки. И это максимальная доза, превышать ее ни в коем случае не стоит. Что делать с готовым раствором? Им можно как поливать томаты под корень, так и опрыскивать по листу. Это будет отличная внекорневая подкормка. Повторять такую процедуру можно примерно раз в 7-10 дней для наилучшего эффекта. Что ж, теперь у нас в арсенале целых 2 мощных способа использования луковой шелухи. Давайте подведем итог и сформулируем главный вывод из всего этого. По сути, луковая шелуха– это такой инструмент двойного назначения. Когда мы кладем ее в лунку, она работает как кондиционер для почвы и защитник для корней. А когда мы делаем из нее экстракт, она превращается в мощный растительный тоник, который делает плоды слаще и защищает листья. И это, пожалуй, главный урок на сегодня. Иногда самые эффективные, самые мощные решения для нашего сада лежат у нас буквально под ногами, в тех вещах, которые мы привыкли считать бесполезным мусором.